What a lot of people, aren't there? Как много людей, не так ли? I suppose we are really Я предполагаю, concerned with what we are talking about. мы действительно озабочены тем, о чем мы говорим. И поэтому мы здесь. This is not, as we often repeated, an entertainment. Как мы часто повторяем, это не развлечение, Either intellectual, не интеллектуальное, verbal twistings and со словесными упражнениями innuendos, и намеками. nor some romantic Не theories это and романтические speculations теории и and спекуляции, sentimental nonsense. и сентиментальная чушь. We are dealing with facts. Мы имеем дело с фактами. As we said, facts are those Как мы сказали, which have факты happened, — это то, что произошло, and that which is happening now. и то, что происходит сейчас. Those are facts. Это и есть факты. And what is happening tomorrow is not a fact, or 1,000. А то, что случится завтра, это не факт. Пусть хоть 1000 завтра. We are only dealing with facts. Мы имеем дело только с фактами. And if we can understand those facts, И если мы можем понять эти Profoundly. факты глубоко, not from any particular point of view не с какой-либо точки зрения, of a particular bias or direction, или особой тенденции, или направления, then perhaps we can examine the facts closely тогда, возможно, мы можем исследовать факты тщательно, внимательно, not only superficially, и не только поверхностно, but also profoundly, deeply. но и очень глубоко. As we said, been saying, Как мы уже in говорили these talks, во время этих бесед, we are taking a journey together, мы путешествуем вместе, and the speaker. вы и рассказчик. A very long, wide journey, Это длинное, Not долгое into the путешествие but into the не в present. будущее, а в настоящее. The present, as we pointed out, Настоящее, как мы указали, contains all time. включает в себя все время. The present is not only the past, Настоящее — это не только прошлое, all the memories, all the incidents все воспоминания, все инциденты, stored in the brain, recorded. накопленные, записанные в мозгу. Past is now also Но это прошлое также и сейчас. very obvious. Это совершенно очевидно. And the future И будущее is what is now. — это то, что есть сейчас. The future will be exactly, perhaps slightly modified, Будущее будет точно таким же, возможно, с незначительными изменениями. is in the present, Как и настоящее, in the now. сейчас. So, what one is now Поэтому какой человек will сейчас, be tomorrow or 1,000 tomorrow. таким он будет и завтра, в 1000 завтра. And if there is no fundamental, radical, psychological revolution, И если не происходит фундаментальная Not психологическая революция, не эволюция, a revolution, а a революция, mutation, мутация, deep, fundamental change, глубокое фундаментальное изменение, tomorrow will be exactly what we are now. то завтра будет именно таким, какие мы all сейчас. time, past, Итак, все время, the present, and the future прошлое, настоящее и contained будущее in the now. содержатся в настоящем. This is not a theory, Это не теория, not a speculative philosophical concept. не спекулятивная философская концепция, но это реальность. One looks at oneself very carefully, Если кто-то посмотрит на себя очень what внимательно, is happening. на то, что происходит,
We are, what is happening now is what we have carried то through что происходит thousands and сейчас, thousands of years, это то, что мы несли через тысячи и тысячи лет, and both психологически biologically also. и также биологически. And that burden of the И этот past, груз all its прошлого memories, со всеми его experience, воспоминаниями, опытом, знанием есть сейчас. Это то, чем мы являемся сейчас. and what will be tomorrow, what we И are завтра now. мы будем такие же, какие мы сейчас. This is the now Таким образом, contains all пожалуйста, time. настоящее содержит в себе все время. And in relation to that, what is action? И в соответствии с этим, что такое действие? As it's a fact that all time Если это is факт, in the now, что in the все время present, содержится в what настоящем, then is action? что тогда такое действие? Вы понимаете? We'll go along with this for a while. Мы можем продолжать с этого. Please, we are investigating together. Пожалуйста, мы исследуем вместе. The speaker is not instructing or Рассказчик informing. не инструктирует и не информирует. We are together. Мы вместе. You and the Вы, speaker, рассказчик, are investigating, exploring, исследуем, examining, not узнаем, analyzing. проверяем, а не анализируем. There is a difference between analysis and perception. Есть разница между анализом и восприятием. Analysis implies an analyzer. Анализ подразумевает анализирующего. The analyzer is the past. Анализирующий — это прошлое. Правильно? And he is examining the И он present. исследует What is настоящее, happening что происходит сейчас. now. What is happening now, or what Что is происходит сейчас, psychologically taking или place, что психологически имеет место, is what the observer has been. это то, чем наблюдатель or был is. или есть. We're Мы together. вместе в этом. The observer, the analyzer, Наблюдатель, исследователь is the result of great many accumulations of information, knowledge, есть результат накопления experiences. великого множества информации, знания, событий, The опыта. analyzer examining Поэтому исследователь that which is happening изучает то, что now, происходит or сейчас, examining that which has или happened. изучает то, что произошло. So, the Таким образом, analyzer исследователь is the analyzer, есть исследуемый, which что is есть the present. настоящее. Am I talking to myself? Я говорю сам с собой, Or are we somewhat together in this? или мы отчасти хотя бы вместе в этом вопросе. I think this is a rather important question to understand. Я думаю, что это очень важный вопрос для Because понимания. when we divide the analyzer as something separate Потому from что the когда мы ставим analyzer, исследователя как нечто then in личное that от process of исследуемого, division, тогда в этом процессе there is разделения contradiction, есть противоречие, there is есть конфликт. either there is suppression, Либо это подавление, examinations as something outside. либо исследование есть нечто внешнее. The analyzer is the analyzed. Но исследователь есть исследуемые. When one is violent, Когда кто-то when жесток, there is violence, когда есть насилие, and you analyze violence, и вы анализируете насилие, one can very easily analyze violence можно легко проанализировать from насилие. the distant cousins, the apes. От далеких родственников обезьян до настоящего времени. We have inherited all the violence of Мы унаследовали 1,000 years жестокость всех тысячелетий of continuity in violence постоянного and насилия. so on. We can easily examine and analyze violence. Мы можем легко исследовать и анализировать Is насилие. violence different from
Отличается ли насилие от исследователя, анализирующего? Не является ли анализирующий также частью этого насилия? Правильно? Итак, анализирующий есть анализируемое. Это не что-то отдельное от анализирующего. Следовательно, нет разделения между анализом и анализирующим. Они едины. И когда мы понимаем это, что конфликт существует только тогда, когда есть разделение. Разделение между вашими амбициями и чьими-то еще. Разделение между вами и вашей женой, вашим мужем, вашим соседом и так далее. Разделение передается через национальности, через религии и так далее. Не только психологически, но и лингвистически и так далее. Таким образом, анализирующий есть анализируемое. Поэтому мы говорили, мы не анализируем, мы непосредственно переживаем. Это хотя бы отчасти понятно для нас? Можем мы продолжить отсюда? Я хотел бы, чтобы кто-то мог обсуждать это просто, совсем даже просто. А не вы сидите там, а рассказчик на платформе. Но как двое друзей смотрят на проблему бытия дружески, с чувством уважения и заботы. Смотрят на всю людскую суету, суету каждого из нас. Это было бы очень легко сделать. Тогда это был бы хороший диалог. Но когда так много людей здесь, это невозможно, к несчастью. Но вы, как личность и рассказчик, можете думать вместе, не по определенной линии или с определенной точки зрения, или укреплять свои собственные мнения, которые становятся одержанием. Но скорее, как двое друзей, которые знали друг друга долгое время. И не только понимают словесное значение, но и идут за слова. Если бы мы смогли сделать это вместе, то восприятие стало бы очень простым. Просто воспринимать. Не я воспринимаю, и не рассказчик подталкивает вас воспринимать определенным образом. Просто воспринимать. В этом восприятии вы и рассказчик исчезаете, потому что мы только воспринимаем. Но когда есть мотив для этого восприятия, направление, чувство фанатизма, одержания, то тогда восприятие искажено. И, следовательно, вы воспринимаете отдельно от другого. Я надеюсь, это ясно. Итак, мы спрашиваем, когда все время в настоящем, сейчас, что есть факт, не абстракция, или идеология, или какой-то идеал, а это факт.
И когда есть этот факт, чем является действие? Вы понимаете? Очень важно понять этот вопрос. Мы также собираемся говорить вместе не только об этом, но также о всей проблеме становления. Психологически. И что такое действие в отношении к этому становлению? И также, если у нас будет время, мы обсудим вместе страдания то, что является частью жизни, нашей повседневной жизни, смерть. Смерть не как жуткое несчастье, а как удивительно важная проблема в нашей жизни. Итак, мы собираемся обсудить вместе действие, повседневное действие и вопрос становления. И в этом становлении мы все хотим быть в безопасности. Безопасность крайне необходима для всех нас. Мозг не может работать полностью, со всей своей силой, энергией и решимостью, если мозг не полностью в безопасности. Правильно? Нет? Если кто-то смущен, не уверен, имеет 1000 проблем, как тогда мозг может быть в безопасности? Если у вас множество иллюзий, как у большинства людей, мозг тогда сбит с толку, полон сомнений. Таким образом, чтобы мозг работал эффективно, не только технически, но более серьезно, то есть психологически, мозг требует необычайной стабильности. Мозг должен быть абсолютно ясным, стойким, непоколебимым. И мы собираемся войти в это, если у вас хватит терпения. Но если вы не заинтересованы, потому что вы интересуетесь столь многим, катанием на лодке, ездой, интересуетесь чтением книг, но уделять внимание совершенно отличается от простого интереса. Большинство из нас, возможно, все мы, стараемся стать кем-то психологически. Внешне, снаружи, мы можем понять, когда студент становится инженером. Он становится инженером, зарабатывает себе на жизнь и старается стать большим экспертом в инженерной науке. И психологически у нас та же концепция, что я такой сейчас, но я стану другим. Правильно? Не соглашайтесь с рассказчиком. Спрашивайте, сомневайтесь.
follow anybody. Не следуйте ни за кем. Psychologically, of Психологически. course, you have to follow a doctor's instruction. Конечно, вы должны следовать предписаниям доктора, если вы больны. But psychologically, inwardly, Но психологически, внутренне, obey any kind of authority, подчиняться любому авторитету, any kind of expert, любого рода эксперту, профессионалу, destroys the integrity of one's own perception. разрушает чистоту собственного восприятия. Psychologically, we're all attempting to become something. Психологически мы все пытаемся кем-нибудь стать. It's an obvious fact. Правильно? Это очевидный факт. I'm greedy, one is Я greedy, жадный, кто-то or жадный violent, или and жестокий, one is trying not to be. и кто-то старается не быть таким. Это и есть становление. There are wars, Есть войны, and through United Nations and all и the через ООН organizations, и другие подобные we are trying организации to unify the world, мы пытаемся объединить мир, become something in the future. чтобы стать чем-то в будущем. I won't go into the contradictory nature of various Я не буду nations вдаваться в becoming противоречивую united, which is идею impossible. объединения различных наций, что невозможно. Of those who are concerned Это политическая деятельность тех, кто with their own озабочен ambition, perpetuation своими of амбициями, particular system. сохранением своих определенных систем. But one can see Но можно видеть, that there is always an attempt что всегда есть on the попытка part of each one of us со стороны каждого из нас that we want to change from this to that. измениться во что-то другое. The future Это другое, будущее, in time находится во far away времени, or very near, but далеко it's still или очень a близко, movement of becoming, но это по-прежнему движение gaining, становления, достижения, losing, потери, getting reward, получения or награды punishment. или наказания. This whole process of becoming, Это целый процесс становления, always with the intention, всегда с with the намерением, motive, с the мотивом, better, лучше, the more, больше, the gain, прибыльно, the fear of loss. со страхом потери. It's clear. Это ясно. Now, is it a fact Является ли фактом, that to become something involves time? что становление требует времени? Правильно? I am this now, Сейчас я такой, but give me a year, но дайте мне год 2 days, или 2 I will дня, be different. и я буду другим. Which is, time is involved. То есть вовлечено время. But that time is now. Но это время сейчас. You understand? Вы понимаете? The future is now. Будущее находится сейчас. Is this a puzzle? Или это ребус? Yes? Да. I'm glad. Да? Я рад. Then we can go more slowly into it. Тогда мы можем медленно войти в это. As we said, sir, Как мы говорили, сэр, we are the past. мы это прошлое. Правильно? All our memories, Все наши воспоминания, which have been recorded in the brain, которые записаны в мозгу, all that we have done, все, что мы сделали, not only 50 years ago, не только 50 but лет назад, yesterday. но и вчера. So the past is Таким now. образом, прошлое есть сейчас. Правильно? And what is now, И что такое сейчас, if there is not a radical change, если нет радикального will изменения? be tomorrow, which is time. Тогда это же будет завтра, что есть The время. future is therefore in the now. Будущее, следовательно, есть сейчас. So Правильно? where is becoming there? Поэтому где же тогда становление? You follow? Вы следите? Please. It's very Пожалуйста. fascinating. Это действительно увлекательно.
very serious. Очень серьезно. We are accustomed to the idea of Мы evolution. привыкли к идее эволюции. That is, man has reached the stage now Это значит, человек after 40, достиг нынешней 50 ступени million years ago. после 40-50 миллионов Our лет. brain has evolved from the ape Наш мозг развивался от to обезьяны now so-called civilized people. до нас, сегодняшних так называемых цивилизованных людей, в чем я сомневаюсь. Но это не имеет значения. And that has taken immense И time. это потребовало громадного времени. That time of Это время, 40,000 years эти is 40 now. тысячелетий сейчас. That's what you are now. Потому что вы такие сейчас. And the future is what you are now. И будущее perhaps такое, slightly modified. какое вы сейчас. But the future is also Возможно, here слегка now. измененное, но будущее также находится сейчас. So, unless there is a radical change now, Поэтому, если the нет future will be радикального изменения what сейчас, you have been tomorrow. то будущее будет таким, Simple enough. каким вы были. Now, don't let's Это довольно beat the просто. dead horse. Сейчас давайте не будем хлестать дохлую лошадь, это ясно. If it isn't clear, think it Если out. это не ясно, подумайте об этом. Если у вас есть время и наклонность, вы не можете бросить это. Probably you will, Но, возможно, вы бросите, which is most convenient что, конечно, and easy. гораздо удобнее и легче. But if you're interested, if you are really Но если вы want to заинтересованы, если вы действительно хотите открыть для себя a radical, psychological радикальное, психологическое, change, глубокое изменение, that change cannot have time. тогда это изменение не может It иметь must времени. happen now. Это должно произойти сейчас. Clear? Ясно? If you have a toothache, Если у вас болит зуб, pain, you don't say, I'll вы не wait говорите, next week. я I'll подожду teach до you следующей part of недели. evolution, Это часть эволюции part of, all the rest of и it. все прочее. There's instant action. Есть немедленное действие. So if we realize the danger of allowing Поэтому, time если to мы не interfere, понимаем опасность вмешательства With action. времени в действие, then that action breeds all kinds of complications. тогда это действие порождает всякого рода сложности. Это очевидно. So our question is this. Итак, наш вопрос таков. The brain, to function efficiently, Чтобы мозг работал эффективно, clearly, ясно, without any kind of confusion, без всякой путаницы, must understand what is security, надо понять, что такое what is безопасность, stability, что такое стабильность, a sense of firmness, so that it is not чувство устойчивости, wishy-washy, wobbling all чтобы over, мозг не был пустопорожним, as most brains are. как большинство Right? людей. Правильно? So we must examine if there is Поэтому мы any должны security исследовать, at all. Существует ли психологическая безопасность вообще? Physically. Конечно, мы должны иметь физическую безопасность, которая становится более и более недоступной из-за экономических причин. And those economic reasons are each И эти country экономические thinks, причины my таковы, economy first, что каждая страна думает, моя экономика важнее as each всего. person thinks. Так Me же, как first. каждый отдельный человек думает, что он превыше всего. The economic situation of the world is very serious. They tell you Экономическая every day ситуация на about Земле it, on the очень television, серьезна. observe. Они говорят вам об этом каждый день по телевизору, And если вы they are trying to наблюдаете или в solve these газетах, problems. и они They have пытаются not решить эти succeeded so проблемы. far. And they И они will далеко never не will. преуспели, и никогда не Because преуспеют. each group, each Потому что community, каждая группа, каждая община, each nation thinks they are каждая something нация separate from the rest of the world.
что она что-то отличное от других на планете. Therefore, the economic situation becomes very limited, small. И, следовательно, экономическая ситуация становится очень ограниченной, маленькой, бесплодной. Это касается всего человечества. Потому что везде на Земле каждый хочет быть в безопасности физически, экономически. И это невозможно, когда идут войны, и есть угроза войны, когда есть разделение религиозное, национальные, идеологические, диалектическое разделение истории, с одной стороны, как ее понимали Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, и с другой стороны демократы и так далее. Я знаю, вам наскучило это, но до тех пор, пока мы радикально не изменим эту ограниченную модель, то у нас будет все больше и больше войн, экономических проблем, и это становится все более и более опасным. Вам решать. И все это может кончиться только когда вы отставите свою определенную обусловленность, как американец, русский, индиец, француз, британец и так далее. Так, чтобы мы были одним человечеством. Как и наше сознание принадлежит всему человечеству. Я уже входил во все это и не буду вдаваться в это сейчас. Таким образом, мозг может быть стабильным, иметь полную безопасность. Когда мы понимаем весь процесс становления. Становление подразумевает двойственность. А где есть двойственность, там должен быть конфликт. Арабы и евреи, мусульмане и индусы, католики и протестанты. Вы следите? Это постоянное состояние конфликта, в котором живут люди. Поэтому где есть становление, там есть двойственность, и, следовательно, конфликт. И мозг не может постоянно жить в конфликте. Он становится невротическим, психопатическим и преследует различные иллюзии. Отсюда происходит увеличение числа психологов, терапевтов, психиатров. Вы знаете, они множатся по всему миру. Я извиняюсь перед психологами здесь. Поэтому увидеть этот факт, не идею факта. Вы понимаете разницу? Кто-то видит факт, и он потом представляет абстракцию этого, что называется идеей этого. И мы преследуем идею, а не факт. Правильно? Мы вместе в этом. Поэтому мы должны полностью отдавать себе отчет в этом вопросе. Мы имеем дело с фактом, а не с идеей, символом фактом или словом факт. Когда вы видите тот факт, что время — это не выход и не принесет радикального изменения, тогда вы лицом к лицу с фактом. Правильно? Вы с фактом. И факт не отличается от вас. Вы и есть факт.
Bene? You are the fact that you are violent, Вы факт того, что вы жестоки, грубы, thoughtless, бездумны, anxious, озабочены и все прочее. whole content of one's consciousness, Все содержимое человеческого сознания, находящегося в волнении, в постоянном конфликте, like the consciousness of every human being in the world. как и сознание любого человека So на we Земле. are essentially Поэтому мы, по существу, all humanity, each one of us все человечество. is all humanity. Каждый из нас все человечество. And if you change, not Если вы изменитесь, не завтра, there is no time. времени нет. Time is the enemy of change. Время – враг изменения. Realize this. Я желал бы, чтобы вы осознали это. Do consider it seriously, please. Отнеситесь к этому серьезно, пожалуйста, если вы вообще серьезны. Then, what is action? Тогда что есть действие? If there is only all time contained now, Если есть только все временное then what сейчас, is action in the now? что тогда есть действие в настоящем? Вы понимаете мой вопрос? Puzzle a little bit. Вы немного озадачены? Good. Да? Хорошо. So we can explore more. Итак, мы можем исследовать What is дальше. action? Что такое действие? Everyday action. Повседневное действие. Идти в офис, идти на фабрику, Talking to your wife, разговаривать с husband, женой или мужем, rowing, walking, грести, шагать, jumping, прыгать, chasing ideas, преследовать идею. or chasing или goals, гуру. it is the same thing. Все это одно и то же. You're acting. Вы действуете. Life is action. Жизнь — это действие. As a relationship is action. Как отношения есть действие. So what is action? Таким образом, что такое действие? Our action is based on reward and punishment. Наши действия основываются на вознаграждении и наказании. Если представить это I очень like просто. right if I can get something out Я of it. люблю жизнь, если я могу что-то от нее получать. And I will be punished if I don't act right. Если Therefore, я буду наказан, если я не буду действовать правильно. Следовательно, я стараюсь действовать правильно. So our action is based on reward and punishment. Поэтому наши действия основываются на вознаграждении и наказании. On some futuristic concept. Наши действия основаны на некой футуристической концепции, идеале. And action according to that ideal conforming. И действия, исходя из этого идеала, подстраивающиеся этому идеалу, происходит, следовательно, конфликт. Or our action has a motive. Все наши действия имеют побуждение, направление, Selfish, как правило, эгоистичное, корыстное, self-interest, self-concern, which is reward and punishment. что есть вознаграждение и наказание. Reward in the future. Вознаграждение в будущем. If I do this, I'll get that. Если я сделаю это, я получу то. Right? Правильно? And if I don't do it, I might lose. Если я не сделаю это, я могу потерять. Therefore, the fear of losing. Следовательно, страх потери. So our action is always in this area. Поэтому Gain and reward наши действия всегда в области прибыли и награды, and fear. наказания и страха. Правильно? Reward is always in the future. Награда всегда в будущем. Punishment is also might happen in the future. Наказание также может случиться и So в there is будущем. never action per se, Поэтому нет действий per se, action for itself. действий самих по себе. Like a good carpenter who makes a marvelous cabinet. Как хороший плотник может сделать вам чудесный кабинет из любви к самому делу, без вознаграждения, наказания, выгоды. So, action in relation to time Таким образом, brings conflict. действие во времени порождает конфликт. Правильно? It is clear. Это ясно?
And is there action which is for itself? И есть ли действие само по себе? Is love the action in itself? Является ли любовь действием самим по себе? Not the love that has jealousy, hate, Не та любовь, в amusement, которой есть ревность, excitement, ненависть, развлечение, and sex, веселье, pleasure. возбуждение, No, секс, it's not all that. удовольствие. Наверняка все это не See, любовь. when there is love, Вы видите, there где is есть любовь, action without conflict. там есть действие без And конфликта. love is not a slave to time. И любовь не в рабстве у времени. So that is, if you can understand that, Если вы можете понять это explain and deeply grasp the truth of it, и глубоко ухватить эту истину, becomes extraordinarily vital, strong, тогда мозг становится необычайно живым, сильным. not confused in any way, Он не сбит с толку, because then you are living now completely. потому что тогда вы живете полностью в Fear of the настоящем. future and the past disappear. Страх перед будущим и прошлым исчезает. We ought also talk over together Мы также должны the обсудить question of вместе suffering, вопрос страдания, which is part of our life. что является частью нашей жизни. There isn't a single human being in the world, Нет ни одного человека на земле, not a single human being, whether it's ни a единого monastery, человеческого существа, a monk in the Himalayas, будь он в монастыре или монах в Гималаях, a man in the street and you and человек на every улице, и human вы, being on earth suffer. и каждый человек на земле страдает. And we make others suffer. И мы заставляем страдать других. Our cycle. Это наш удел. And there is the suffering brought about by war. И есть страдания, принесенные войной. Wars have existed for 6,000, 7,000 or 10,000 years. Войны существуют уже 6, 7 или 10 During тысячелетий. that long duration of time, И за этот долгий промежуток времени, убивая друг in the друга name of God, in the во name имя of Бога, peace, in the name во имя мира, gain and profit во имя and so прибыли on, и выгоды и так далее, man has brought upon himself and others человек принес себе и great другим sorrow, великие страдания, tears. слезы. There isn't one human being who has not cried. Нет ни одного человека на земле, который бы не плакал, не лил слез And the pain of loss, и не испытывал боль потери. millions maimed, Миллионы искалечены, so conditioned to stick to our own particular point of view, потому что мы запрограммированы держаться за нашу определенную точку to зрения, our own particular religion, нашу определенную to our own религию, particular ideology. нашу идеологию. I believe and I Я hold. верю, я держусь за это. And you believe something contrary, А вы верите во что-то therefore I'm willing обратное, to kill you. следовательно, я хочу убить вас. Это происходит кругом. The Russian ideology, Русская the идеология, democratic ideology, демократическая идеология, and they're willing to kill each other. и они намерены Blow убивать each друг other to друга, smithereens. разбить друг друга в дребезги. And this has been going on for thousands upon thousands of years, И это продолжается тысячи лет. protecting my country, Защищать мою страну, моего Бога, my, моего, there's no он и king. здесь нет короля. This is very serious. Это очень серьезно, сэр. Вы можете смеяться над этим. But if one's wife or husband, son is destroyed by war, Но если чья-то жена или муж, сын убит на войне, вы узнаете, что это we all значит. know what it means, but yet we go on. Мы все знаем, что это the same значит. old pattern.
Но до сих пор следуем тому же старому образцу. And so there is the sorrow of И mankind, поэтому есть горе человечества, sorrow of humanity. горе всего человечества. And also what we think is our own particular И также sorrow. то, что мы считаем своим личным горем. My son is dead. Мой сын мертв. My wife has left me. Моя жена бросила меня. There is a sorrow of seeing another suffer. Горе видеть страдания другого. The sorrow of those who can never read or Горе write. тех, кто никогда не сможет читать или писать. Those who are extraordinarily Тех, кто чрезвычайно беден. all that is Все это sorrow. горе. Not only the sorrow of Не только mankind, горе человечества, but also the sorrow of но также и горе каждого из нас. each one thinks it's my sorrow. Каждый not думает, это yours. мое горе, не ваше. But sorrow is sorrow of Но горе есть not горе. yours or my Не ваше или sorrow. мое, это горе. To understand this requires freedom to observe, Чтобы понять to это, see, требуется свобода наблюдения, восприятия. have become so individualistic, Но мы стали so такими narrow, индивидуалистами, so small. такими замкнутыми, We маленькими. reduce everything to our own limited backyard. Мы свели все к своей маленькой деревне. Sorrow is sorrow of all humanity. Горе есть горе всего человечества. Оно не ваше или мое. And one asks, can that sorrow ever end? И спрашивается, может ли это горе когда-нибудь кончиться? It is the lot of human beings Или это судьба людей? to kill nature, animals, Убивать природу, kill each other. животных, убивать друг друга. Not only kill verbally, Не только убить буквально, kill by a gesture, убить поступком, kill millions with one bomb, destroy убить millions миллионы and одной millions. бомбой, уничтожить тысячи и тысячи. Все это есть горе. And sorrow of disease, pain, Горе болезни, боли, sorrow of not gaining, losing. горе Take all неприобретения, that потери. in, just Учитывайте sorrow of все это. son dying. Это не только горе смерти моего сына. Can this sorrow ever end? Может это горе когда-нибудь кончиться? Sorrow is not sentimental. Горе это не нечто сентиментальное, Sorrow is not something romantic. It is что-то романтическое. Это ужасная вещь. It's something that is so directly concerned with every human being. Это что-то, что напрямую относится к каждому человеку. Одиночество горя, The pain of it, боль его, the anxiety, беспокойство and so on. и так далее. Can all that end? Может все это кончиться? Probably we never asked that question. Возможно, мы никогда не задавали We этот never вопрос. faced it. Мы никогда не We want сталкивались to с ним. escape from it. Мы все хотим уйти от этого, Take a drug in order to not to suffer. принять наркотик, чтобы не страдать, Get drunk. напиться, Escape. сбежать. Because we never actually have faced the problem. Потому что мы никогда действительно Seriousness. не встречали проблему лицом к лицу, серьезность ее. That is to give our complete attention to sorrow. То есть не отдавали всей полноты внимания к горю, Not veil it through words, through не some завуалировать его словами, speculative hope, воображаемыми надеждами и так далее.
но действительно жить с ним. И не становиться угрюмым. Это значит отдать все свое внимание ему. Внимание — это огонь. Когда это внимание присутствует, тогда то, что является горем, одиночеством, болью, беспокойством, слезами, когда есть эта полнота внимания, все это уходит, исчезает. Внимание — это огонь. Горе, корень этого слова, также значит страсть. Конец горя — это страсть, а не сладострастие. И мы никогда не знали страсти. Мы хотели наслаждения. Страсть — это нечто совершенно другое. Там, где есть конец горя, там есть страсть. Это не ваша страсть или моя страсть, это страсть. И это часть любви. Где любовь, там есть сострадание. И где есть эта необычайная страсть милосердия, там есть разум. Этот разум действует. Этот разум не ваш или мой, или X, Y, Z. И если нам хватит времени, мы должны обсудить вместе очень серьезную проблему, что есть смерть. В такое прекрасное утро, как это, говорить о смерти кажется абсурдом. Мне интересно, если мы сначала сможем поговорить о красоте. Что такое красота? Мой друг говорит, я этим не очень интересуюсь. Красота не имеет особого значения. Где есть любовь, там есть красота. Свобода, великодушие, что стало одной из проблем человечества. Свобода, справедливость, добро. Где есть любовь, делайте, что вы хотите, это будет правильно. Поэтому давайте оставим красоту до завтра. Это слишком сложно. Мы должны обсудить вместе эту громадную проблему смерти. Одна вещь абсолютно определенна, неизбежна, что мы все умрем однажды. Это факт. И мы никогда не входили в этот вопрос, потому что большинство людей боятся этого. Что такое смерть? Что значит умереть? And why have we made death something
И почему мы сделали смерть чем-то далеким от жизни, существования? Вы понимаете мой вопрос? Мы живем сейчас, и смерть может прийти к нам, когда нам 90, 100, или гораздо-гораздо позже. Я надеюсь за вас. Таким образом, длинная, громадная пропасть между настоящим, вы понимаете, о чем я говорю? Между настоящим и будущим. Но если мы знаем, что настоящее содержит будущее, то значит смерть — это сейчас. Мне интересно, если вы понимаете это. Давайте войдем в это медленно. Let's go into slowly. Я только что увидел что-то, что я не видел раньше. Что такое и почему мы боимся смерти? Мы, очевидно, боимся и жизни. То, что мы зовем жизнью, это напуганная суматоха, конфликт, борьба, боль, тревога, экономические проблемы, вечное разногласие друг с другом. Одно мнение противопоставляется другому. Бесконечно. Постоянно просыпаться по утрам, бежать в офис или в лабораторию, или на завод. Интересно, осознаете ли вы, как мы проводим свои дни и годы? Кто-то может назвать это веселой жизнью, если вы очень удачливы, если у вас много денег и масса развлечений. Вы говорите, у меня была веселая, хорошая жизнь. Так говорят многие люди, у которых есть деньги, власть, положение и все, чего они хотят. Но их очень-очень мало на земле, к счастью. Но огромное множество, все мы, несутся стремглав по воскресеньям в церковь для того, чтобы показаться Богу. И ходим в офис с 20 лет до смерти. Работа, работа, работа. Ответственность, обязанности, боль, страх, тревога, одиночество. Мне интересно, если кто-то осознает это. Вы можете быть удачливым актером, иметь много денег, но всегда в конце этого также смерть. Итак, то, что мы называем жизнью, это очень болезненное, запутанное, тревожное существование. Правильно? Это то, что мы называем жизнью. И мы цепляемся за это, потому что это все, что мы знаем. И мы хотим убежать от этого. Потому что мы имеем громадную индустрию развлечений. Спорт. Развлечения. Футбол. Вы знаете эту индустрию. И также религиозные развлечения.
Не говорите мне, что это не развлечение, что это нечто святое. Это все равно развлечение. Это сенсация. Не думайте, что кто-то богохульствует. Мы только рассматриваем факты. Таким образом, с момента вашего рождения до вашей смерти проблема за проблемой и разрешение проблем. И в этом разрешении у вас появляется десяток других проблем. Когда с детства мозг был тренирован решать проблемы, математические проблемы, географические, технические, инженерные. Таким образом, наш мозг запрограммирован с детства решать проблемы, а не понимать их. Не увидеть, что такое проблема, что она из себя представляет, а разрешать их. И разрешение проблемы организовано различным образом. Правильно? Одна организация за другой. Такова наша жизнь. Политическая, экономическая, социальная. И мы не бываем ни на секунду свободны. И особенно в этой стране. Вы говорите о свободе постоянно. Свобода выбирать. Свобода передвижения из этого маленького места в другое. Менять работу, менять жен. Поэтому мы думаем, что выбор — это свобода. Но это не так. Выбор существует только тогда, когда мозг сомневается. Когда все ясно, выбора нет совсем. И потому такая глубокая запутанность, неуверенность, одиночество, отчаяние, депрессия. Вы знаете полный цикл нашей жизни. И когда приходит смерть, нас сдувает и ничего нет. И поэтому мы изобрели реинкарнацию. Вы верите в реинкарнацию? Если да, живите правильно. Живите сейчас правильно. Потому что если вы сейчас не будете жить правильно, следующая жизнь будет совершенно такой же, как сейчас. Естественно. Естественно, потому что во времени, будь это тысячелетие или сейчас, не существует правильного действия, которое есть только когда есть это качество, этот аромат. Это удивительная вещь под названием любовь. Если этого нет, то следующая жизнь будет такой же, как и сейчас, только слегка измененной. Возможно, дом будет больше. Это все, что вы хотите. Большую машину, больше удовольствий. Но это продолжение того же самого. Итак, что такое смерть? Мы поняли, что такое жизнь. По крайней мере, то, что мы считаем жизнью. Невероятное рабство времени. И что такое смерть? There is death to the organism. Смерть организма.
Мы все становимся старее каждый день. С момента нашего рождения мы стареем, стареем и затем умираем. И мы никогда не спрашивали, что такое смерть, что это значит для нас, пока мы еще живем, а не тогда, когда уже пришел конец. Пока мы живем, мы не спрашиваем, в чем смысл, значение, глубина смерти. Мы никогда не спрашивали, что такое глубина жизни, бытия. Должно быть, есть что-то необычайно важное в жизни. Но мы превратили ее в глупое, мелкое занятие. Итак, мы никогда не спрашивали этого. И во-вторых, мы никогда не спрашивали, что такое смерть. И как двое друзей, давайте посмотрим на это, без испуга. Потому что иначе вы никогда не поймете ее. Поэтому мы входили в вопрос страха на прошлой неделе и прекращение страха. И должен быть конец страха, чтобы понять природу, качество, глубину смерти. Как мы сказали, биологически, органически. Мы расходуем организм день за днем. Если мы живем неправильно, вся эта суета, несчастье, сомнение, удовольствие, боль, все это громадная трата энергии. И все это подходит к концу. Это часть смерти. И также, что это, что умирает? Кроме физического, биологического бытия, что это, что умирает? Что значит «я»? Эго, личность, собственная персона. Давайте придерживаться одного слова. Что значит «это я», что собирается умереть? Правильно? Это то, чего мы боимся, а не смерти. Это «я», которое было накоплено в течение этой жизни, как память, знание, опыт, «я», мой эгоизм, моя жадность, мои амбиции, все достижения, которые записаны в мозгу, во мне. И мы боимся, что это «я» закончится. И поэтому мы должны внимательно исследовать, что такое «я», кто вы, кроме вашего имени, счета в банке, места проживания и всего подобного, кроме «я», физического тела, то, что я высокий, короткий, кроме всего этого, кто вы? Вы когда-нибудь обращались к этому? Обратитесь сейчас, не бойтесь. Кто вы? Разве не вся память, накопленные воспоминания, приятные или болезненные, 50 лет, 30 лет или 10 дней памяти,
Разве вы не все это? Воспоминания ваших наслаждений, боли и тревоги ваших желаний, одиночество, депрессия, борьба. Разве вы не все это? Все это память. Правильно? Посмотрите на то, как это есть сейчас. Не говорите, разве не есть что-то выше памяти? Я знаю эту игру. Вы можете придумать что-то-нибудь высшее, что есть душа. А индусы называют это атман и так далее. Высшее сознание, что-то божественное, что-то очень-очень высокое. Это все теория, вздор. Реальность — то, что вы есть сейчас. А это обширная коллекция человечества, памяти человечества. Если вы великий ученый, собравший атомную бомбу, нейтронную бомбу, вы должны были накопить громадное количество знаний. И приходит смерть, а вы говорите: подожди минутку, дай мне закончить это. Но это все процесс накопления, траты, накопления. Правильно? Вы это. Это факт. Но мы не любим смотреть на факт. Мы говорим: нет, нет, я нечто большее. Это что-то большее. Есть желание, есть мысль, говорящая: это слишком маленькое. Конечно, я что-то гораздо более важное. Итак, это тоже изобретение мысли. Таким образом, вы связка воспоминаний, собранных вместе мыслью. Увидьте это. И смерть приходит и говорит: мой друг, это конец. А вы говорите: пожалуйста, дай мне пожить еще немного. Итак, пожалуйста, следите за этим внимательно, и вы увидите это сами. Все время сейчас. Время содержит прошлое и будущее, и все это сейчас. Поэтому и смерть есть сейчас. Это значит, что если я привязан к своей жене, к моему тому или другому, к моей мебели, разве вы не привязаны к чему-нибудь? И смерть приходит и говорит: вот конец. Обрубает все это. Поэтому можете ли вы быть свободны от привязанности? Так, чтобы вы жили тогда, жили и умирали одновременно. Вы понимаете это? О, нет. Сделайте это, сэр, и вы увидите, какая это необычайная вещь. Если вы привязаны к своим воспоминаниям, к своему опыту, к своим неудачам, к своим амбициям, все это придет к концу. Поэтому можете ли вы жить со смертью, что значит закончить все ваши амбиции сейчас? А жить без амбиций означает иметь огромную энергию и не творить больше зла. Поэтому жизнь и смерть
are always together. Всегда вместе. And when this happens, actually, not theoretically, И not когда это случается действительно, а не теоретически, невоображаемо, actually doing it, не просто желать, а действительно делать, whatever you are attached. делать так со всем, к чему вы I привязаны. know it's difficult. Я знаю, это трудно. If the husband says to his wife, Если муж говорит своей "Darling, I'm жене: not attached to you anymore," дорогая, я к тебе больше не привязан, you'll have a lot of trouble. то у него будет много проблем. And that raises another problem. И отсюда возникает другая проблема, грандиозная проблема. You may be free from attachment and she's not. Вы можете быть свободны от привязанности, а она She нет. is and you are not. Или она да, а вы Then нет. what is relationship? Тогда какие взаимоотношения? Is relationship merely the accumulation of memory as pleasure? Разве отношения только накопление воспоминаний об удовольствиях или Is боли? relationship then merely a sensation? Разве ощущение, отношения — это только ощущение? The image of each other, is that relationship? Образ друг о друге. And so Это then является взаимоотношением. these separate images, И поэтому, когда есть эти отдельные образы, тогда присутствует конфликт, so where there is боль, pain, беспокойство. anxiety, fear, love is not. А там, где есть боль, беспокойство, страх, там нет любви. So death and life always march together. Итак, смерть и жизнь всегда шагают вместе. Then you will see, Тогда вы видите, then there is that sense of absolute freedom тогда есть это чувство абсолютной свободы from the little travail of myself. от мелочной суеты и самости. And that's necessary to understand that which is timeless, И необходимо понять то, что вневременно. as eternity. Если существует такая вещь, как About it вечность, another time. мы поговорим об этом в другой раз. To see all this as a movement of life. Но увидите все это как движение жизни, смерти, бытия. Therefore, in that sense, things become, you'll never kill another, Тогда вы никогда не убьете другого, never deliberately hurt another. никогда намеренно не причините вреда другому. Right, sir. Правильно, господа? Закончили.